Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам очень интересный и эффектный узор из вот этого журнала Hitomi Shida. Эти журналы известны вообще во всем мире благодаря своим необычным комбинациям и очень продуманным деталям узора. Этот узор яркий тому пример. Автор связала таким узором уютный объемный шарф, который вы сейчас видите на экране, но он также гармонично впишется в современный теплый свитер как оверсайз, так и полуприталенного силуэта. Этот узор сочетает в себе элементы сетчатого узора, чередующиеся с лицевой гладью, также объемные косы оригинальной формы. И вот именно вот этот контраст нежного ажура и рельефных переплетений делает рисунок таким живым, если можно так выразиться, и фактурным. За счет этого он не выглядит тяжелым, но при этом очень хорошо держит форму. Свой образец я вязала из пряжи, в составе которой 60% шерсти, 40% кашемира. Длина в 100 граммах 200 метров. И вязала я его на спицах номер 4. Вообще для вязания такого узора подойдет любая пряжа средней толщины или же толстая пряжа. Толстая относительно, скажем так, метров от 100 до 250 метров в 100 грамм, если основой состава является шелк. Потому что если о других видах пряжи говорить, там другие составы и, соответственно, толщина пряжи будет другая. К спицам сам узор не привередлив. Здесь нужно учитывать рекомендации производителя и, конечно же, вашу личную плотность вязания. Итак, вот так этот рисунок выглядит при вязании снизу вверх. Начинала я вязать свой образец так, как я бы вязала свитер, а не шарф, который я вам показывала выше. И начинала вязать его с 3-го ряда. Если же вы изделие вяжете от горловины, рисунок будет выглядеть вот таким образом. Здесь косы немножечко по-другому смотрятся, но не менее интересно и оригинально. Изнаночная сторона его выглядит вот так. В видео я покажу вам неполный этот раппорт узора, так как он широкий, но не сложный. Поэтому в первой части видео я буду показывать, как выполнять вот эти косы. Во второй части видео покажу, как выполнить окантовку шарфа. Возможно, эта окантовка пригодится, если вы вяжете свитер полуприталенного силуэта и хотите сделать где-нибудь воланы, которые сейчас очень актуальны. Сейчас на экране вы видите авторскую схему. Раппорт узора, который мы сейчас с вами будем провязывать, это косы, составляет 16 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Раппорт полностью этого элемента составляет 71 петлю в ширину. Свой образец я немножечко сократила. Я сделала уже вот эту центральную сетчатую часть, нежели предлагает автор. Вы можете смотреть и рассчитывать на свое усмотрение. И если вы также будете сокращать, как я, центральную часть, то сокращается она на 4 петли. То есть на один раппорт в ширину вот сетчатого этого узора. Как я уже сказала, сейчас вместе с вами я буду провязывать элемент вот этой косы. Я набрала 22 петли. 16 это раппорт узора, 4 петли 2 и 2 изнаночные, которые были указаны на схеме, которые являются обрамлением этого жгута, и 2 кромочные.
Давайте начнем вязать. Вязать этот образец, как и свой большой, я начну с третьего ряда, а первый ряд я провяжу в конце. Если же вы вяжете шарф, то начинать нужно именно с первого ряда и заканчивать точно так, как указано на схеме, вот этим переплетением. Это создаст своего рода изюминку шарфа перед выполнением волана или же окантовки. Первый ряд, кромочную я переснимаю, провязываю 2 изнаночные петли и начинаю вязать сам раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, далее 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6, накид, 4 лицевые петли, 3, 4, накид, 2 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При необходимости меняйте расположение петель, чтобы они не получались у вас скрещенными. Ряд также заканчиваю 2 изнаночными и кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре выполняются по рисунку, то есть лицевые петли провязываются лицевыми, изнаночные изнаночные, накид провязывается изнаночной петлей. Если вы провязываете открытой изнаночной петлей, у вас получается вот такая ажурная дорожка. Если вы не хотите, чтобы вообще присутствовали дырочки в вашем узоре, тогда нужно провязывать его изнаночной скрещенной петлей. Давайте второй ряд я провяжу вместе с вами, покажу, что значит открытая изнаночная и скрещенная при провязывании накида. Далее четные ряды я буду пропускать. Кромочная, 2 лицевые петли. Далее я вяжу изнаночными, пока не дойду до первого накида. Вот мой первый накид. Выглядит он вот таким образом. Если я провязываю его вот так, у меня получается дырочка. Это открытая изнаночная петля. Если же я не хочу, чтобы были дырочки в этом изделии, я накид в лицевых рядах буду набрасывать на себя, чтобы не пришлось вот здесь его менять расположение. И провязываю изнаночной скрещенной, то есть накид на спице должен быть расположен вот таким образом. И за вот эту вторую дужку, которая смотрит на меня, я провязываю изнаночную скрещенную петлю. В таких случаях дырочек видно не будет. Вы вяжете так, как вам больше нравится, как удобнее. Пробуете и выбираете. Дальше вяжется все по рисунку, поэтому я провяжу за кадром и вернусь к вам, когда буду провязывать следующий лицевой ряд. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 2 изнаночные, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, дальше накид, 6 лицевых петель, 2, 3, 4, 5 и 6. Накид показывала и провязала его, оставила провязанным неверно. Вот так. 6. Дальше делаю накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила жгут. Далее провязываю 2 изнаночные петли и кромочную. Пятый ряд. Кромочная, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. Далее накид, 8 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязание жгута, ряд заканчиваю 2 изнаночными и кромочной петлей. Седьмой ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 3 лицевые. Далее я буду выполнять жгут 4 на 4. Мои постоянные зрители знают, что я не очень люблю пользоваться дополнительными приспособлениями. Если вам удобнее вязать с дополнительной спицей, можете это делать так. Если же вам удобнее, как я, или вы не любите дополнительные спицы, можете повторять за мной. Итак, у меня жгут 4 на 4, который скручивается влево. Для этого нить я оставляю за работой. Первые 4 петли переношу на правую спицу, не провязывая их. Вот таким образом. Нить чуть-чуть подтягиваю, но не сильно. Вот где-то вот так. Видите, как у меня петельки расположены на спице? Это у меня так натянутая нить. Придерживаю ее указательным пальцем, чтобы у меня это натяжение сохранилось. И провязываю следующие 4 лицевые петли. Далее, перед работой на левую спицу я буду переносить не провязанные петли. Вот они, 4 я провязанные отсчитываю. Далее следующие 4, которые у меня не были провязаны, я подхватываю левой спицей. Все придерживаю 2 пальцами, указательным и большим, чтобы петли не распустились. И все 8 петель снимаю с правой спицы. И вот у меня на левой спице оказались только не провязанные петли. Далее на правую спицу за работой переношу 4 провязанные петли. Делаю перекрещивание. Все, элемент выполнен. Осталось провязать петли, которые были не провязаны ранее с левой спицы. Все, жгут я выполнила. Ряд заканчиваю 2 изнаночными и кромочной петлей. 9 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5 и 6. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я выполнила жгут, далее провязываю 2 изнаночные и кромочную. 11 ряд. Кромочную я переснимаю, провязываю первые 2 изнаночными и вяжу сам жгут. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 6 лицевых петель, 3, 4, 5 и 6. Накид, 5 лицевых, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать жгут. Далее 2 изнаночные и кромочная. 13 ряд. Кромочная. Дальше 2 изнаночные петли и начинаю вязать жгут. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 8 лицевых петель. Я их не считаю, я просто вяжу. Последняя лицевая петля, это предыдущий накид. Делаю накид, далее 4 лицевые петли и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Жгут провязан, 2 изнаночные и кромочная. 15 ряд. Кромочная, 2 изнаночные петли. Далее у меня идет перекрещивание, выполняю жгут 4 на 4 вправо. Для этого нить перед работой. На правую спицу также переношу первые 4 петли. Нить остается перед работой. Когда я перенесла 4 петли на правую спицу, нить я возвращаю, как при вязании лицевой глади.
Также соблюдаю натяжение приблизительно вот такое. Придерживаю его и провязываю следующие 4 лицевые петли. Далее, вот так это все сейчас у меня выглядит. Далее, за работой я пропускаю 4 провязанные петли, а 4 не провязанные подхватываю левой спицей. Все придерживаю и все 8 петель спускаю с правой спицы. У меня на левой спице также остались не провязанные петли только. Правой же спицей перед работой я подхватываю 4 петли, которые были уже провязаны, и выполняю перекрещивание. Нить возвращаю в рабочее положение. Все, перекрещивание выполнено. Теперь я просто провязываю 4 лицевые петли. И еще такой момент я хотела сказать, что если вы вяжете с дополнительной спицей, я бы рекомендовала в изнаночном ряду перед перекрещиванием делать накид между 4 петлями. То есть 4 провязала петли, накид и 4 петли жгута, чтобы жгут не получался стянутым. Если же вы выполняете это вот так, как я это делаю, тогда накид этот не нужен, потому что его роль выполняет вот эта ниточка, которую мы оставляем, не плотно стягивая вязание, когда вяжем 4 вторые петли. Так, дальше продолжаем вязать. Жгут выполнен. 3 лицевые, 2, 3 накид, 3 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Жгут полностью связан, полный его раппорт. Ряд я буду заканчивать 2 изнаночными и кромочной петлей. Итак, вот так выглядит один раппорт узора нашей косы. Я вязала, как и в большом образце, с дырочками открытыми. Теперь я буду выполнять установочный ряд, который нужно провязывать при переходе основного узора к волану или же кайме. Основного узора это касается и косы, и сетчатого узора. У меня здесь только коса, поэтому на этом примере я и покажу этот переход и как выполняется сам волан. Также покажу, как выполняется сетчатый узор, если вы его раньше не провязывали. Итак, установочный ряд. Кромочную я переснимаю. Далее у меня идет 3 изнаночные петли, 2, 3. 1 лицевая петля. Вновь 3 изнаночные, 1, 2, 3, 1 лицевая, 3 изнаночные. И вот так чередуя я провязываю до конца ряда. У меня узор связан не полностью, поэтому количество петель у меня не будет соответствовать. Но если вязать узор полностью, петли будут соответствовать. Если же вы сокращали где-то и у вас также петли не соответствуют, здесь можно или же убрать одну петлю, или добавить, в зависимости от того, какое количество петель вам не хватает. В моем случае нужно убавить, поэтому я кромочную провяжу как 2 петли вместе. Вот таким образом. Изнаночный ряд здесь я провяжу полностью по рисунку и далее начну вязать сам волан. Для волана нужно нам большее количество петель, поэтому мы их будем постепенно набирать на протяжении 2 лицевых рядов, но не подряд. Итак, первая кромочная, я ее переснимаю, далее 3 изнаночные, я их так и провязываю изнаночными петлями. А вот из лицевой петли я буду вывязывать 3. То есть я провязываю первую, как обычную, лицевую, но петлю с левой спицы не сбрасываю. Делаю накид и провязываю еще одну лицевую из этой же петли. Вот у меня получилось 3 петли, после чего я сбрасываю петлю с левой спицы. Далее 3 изнаночные, также я их провязываю изнаночными. Из лицевой вывязываю 3. Лицевая, накид,
лицевая. Далее 3 изнаночные и вновь набираю дополнительные 2 петли. Далее 3 изнаночные и последний раз из одной вывязываю 3: лицевая, накид, лицевая. И 3 изнаночными я заканчиваю вязание ряда. В четных рядах здесь также все выполняется по узору. Накид провязывается изнаночной петлей, открытой изнаночной петлей. Но опять-таки, если вы хотите, чтобы этой дырочки не было, вы будете его провязывать изнаночной скрещенной. Третий ряд я провязываю петли с обвитием. Они же и участвуют в сетчатом узоре, точно такие же петельки. Кромочную переснимаю, провязываю 3 изнаночные. Далее у меня петли с обвитием. В этом участвуют 3 вот эти петли. Они расположены у меня все открытыми на спице, то есть вторая дужка смотрит на меня, поэтому их расположение я не меняю. Подхватываю третью петлю, вот эти 2 придерживаю указательным пальцем, чтобы они не соскользнули со спицы, и перебрасываю третью петлю через первые 2. Обвитие выполнено, но у нас осталось 2 петли, поэтому я провязываю лицевую, делаю накид и еще одну лицевую петлю. Далее 3 изнаночных. И вновь выполняю обвитие. Третью петлю перебрасываю через первые 2, провязываю лицевую, делаю накид и вторую лицевую петлю. После чего 3 изнаночные, разделительные этого узора. И вновь делаю обвитие, перебрасываю третью через первые 2, лицевая, накид, лицевая. 3 изнаночные. И последний раз выполняю обвитие. Третью петлю перебрасываю через первые 2, первую провязываю лицевой, далее делаю накид и еще одна лицевая петля. Ряд заканчиваю 3 изнаночными петлями и кромочной. Здесь в четных рядах по изнаночной стороне вы эти накиды также провязываете открытой изнаночной петлей. И если хотите скрыть дырочку, то скрещенной изнаночной. Но в этом узоре как раз вот дырочки, они минималистичные. Поэтому просто провяжите открытую, посмотрите, нравится вам или нет. Если нет, тогда провяжите закрытую петлю. Пятый ряд провязывается полностью по рисунку. То есть изнаночные петли я провязываю изнаночными, лицевые лицевыми. И вот таким образом я вяжу до конца ряда. Вот эти обвитые петли, все 3 петли провязываются просто лицевыми в этом ряду. 2, 3, 3 изнаночные. И последние 3 лицевые у меня. И 3 изнаночными заканчиваю вязание ряда и кромочной. В 7 ряду я вновь буду выполнять обвитие. Итак, кромочную переснимаю, 3 изнаночные. Вот 3 лицевые петли, я здесь выполняю обвитие. Точно так же третью петлю перебрасываю через первые 2, а их провязываю лицевой, делаю накид и вторую также лицевой петлей. Далее 3 изнаночные и вновь выполняю обвитие. Третью петлю перебрасываю через первые 2, провязываю лицевую, накид, лицевую, и на этом закончен раппорт узора. Далее повторяю 3 изнаночные, петли с обвитием, провязываю лицевую, делаю накид и вторую лицевую петлю. Вновь 3 изнаночные и последнее обвитие в этом ряду. Третью перебросила через первые 2 и провязала лицевую, накид, лицевую. Ряд заканчиваю 3 изнаночными и кромочной. В 9 ряду я вновь делаю прибавление, увеличиваю количество петель. Итак, кромочная, 3 изнаночные, 2,
3. Из первой из 3 лицевых петель я провязываю 3. Лицевая, накид, лицевая. Далее 1 изнаночная петля. Из 3 лицевой также провязываю 3. Лицевая, накид, лицевая. Далее 3 изнаночные. И вновь делаю прибавки. Из одной вывязываю 3 петли. Далее идет изнаночная. Смотрите, в схеме указано, что в предыдущем четном ряду этот накид нужно было провязать лицевой по изнаночной стороне, или же изнаночная, если вы вяжете по кругу, то есть чтобы вот здесь у меня была изнаночная уже петля на спицах. Обычно я так не делаю, мне не нравится, как смотрится вот эта дырочка при таком провязывании, поэтому я провязываю в четных рядах, как и все накиды, изнаночной петлей, а вот в лицевом ряду ее уже провязываю изнаночной. Если вам нравится иначе, пробуйте, возможно, вам понравится такой вариант, как предлагает автор. Итак, далее из одной также провязываю 3 лицевые, далее 3 изнаночные и повторяю. Из одной провязываю 3 петли, далее 1 изнаночная и из одной 3. 3 изнаночные петли. Из одной провязываю 3, 1 изнаночная и из одной 3 последний раз. Ряд заканчиваю 3 изнаночными петлями и кромочной. 11 ряд. Кромочную переснимаю, далее провязываю 3 изнаночные петли и делаю на первых 3 петлях обвитие. Третью перебрасываю через первые 2, провязываю лицевую, накид, лицевую. Далее 1 изнаночная петля и вновь петли с обвитием. Выполняются они очень легко, вяжутся быстро, а смотрятся всегда великолепно вот узоры с этим элементом. И вновь выполняю обвитие, лицевая, накид, лицевая, 1 изнаночная, 3 петли с обвитием, провязываю лицевую, делаю накид и еще 1 лицевая. И вот таким образом я провязываю до конца ряда. Вот так выглядит частично эта кайма или же рюша. Дальше вы продолжаете вязать по схеме, которую вы видите сейчас на экране, на ту высоту, которую считаете нужной или которую подсказывает автор этого шарфа. Надеюсь, узор вам понравился. Ну а вообще мне будет очень интересно узнать ваше мнение об этом узоре и подобным. И вообще о вязании по журналам, по книгам Хитоми Шида. Если вы мне напишите, буду очень благодарна. Всем хорошего дня и до встречи на канале!